сразу вверх. Ноги жизни наскребли из ведра хлеба и бред. Налепили сверху звезд на болты, на винты. Небо нам большой вопрос, да боимся высоты. За года, никогда, на носу холода, на весах перевес, на крестах нету мест. Ну, здорово. Привет, друг. Привет! Давно не виделись. С наступившим Новым годом. Для тех, кто случайно попал на это видео или забайтился на превью, меня зовут Егор. Раз в год и палка стреляет. Правда, с последнего выстрела прошло больше 2 лет. К слову, забавное видео, мой друг сдал его в качестве дипломной работы в Академии искусств. Раз уж мы сегодня здесь все собрались, давайте поговорим о Боге. Если вы в него не верите, советую срочно поверить, ведь, во-первых, вы все еще можете смотреть видео на ютубе в свете, а во-вторых, перед глазами у вас явно божественная игра-комедия, игра-драма и ваш кошмар на ночь, это StarCraft. Я провел в игре более 50 часов и занял весь диск с записями о ней. Мне даже пришлось бороться с ютубом за качество видео. Но настолько ли игра хороша? Я думаю, цифры говорят сами за себя. Вы видели вообще, сколько человек играет в нее? Так, для сравнения, посмотрим, сколько играет, например, Виктория 3, которая недавно вышла. Вам все еще нужны аргументы? Игра даже вышла уже в Стиме. И должно быть тут хороший... Ребята наигрывают по 4000 часов в игре, а потом оставляют негативный отзыв. Да, это, конечно, не мои 50 часов. Ну, я не знаю, это какой-то парадокс, я вам говорю, с игрой что-то не так. Возможно, я был неправ насчет нее. Но у меня тут еще целый час хронометража, поэтому давайте пройдемся конкретно. Знаете, StarCraft существует давно. И мне даже удавалось поиграть в него лет 5 назад. В этом и кроется причина недоверия. Причина того, что от игры попахивает. Но... Выражаясь биологическим языком, за 5 лет эта игра превратилась из личинки в бабочку. И я понимаю, почему могут возникнуть претензии. Игра бесплатная. Как бывает в бесплатных играх, старый StarCraft убил донат. Я не очень помню подробности, зато хорошо запомнился один момент, когда я пытался на последние деньги купить себе винтовку Мосина, на которой, как оказалось потом, не было даже прицела. Как выходил с безопасной зоны и получал в голову пулю натовского калибра от легендарного игрока Sunny 2010. Пулю, которая стоила столько же, сколько моя винтовка. Пуля, которая была честно сэкономлена со школьного обеда Sunny. Пуля, которая, блять, я не знаю, как будто сама летела в голову. И в этом нет вины абстрактного Sunny. Sunny наслаждался игрой, разработчики наслаждались донатами. А я нет. Поэтому, дойдя до бара, я и забросил игру. Я совершенно не понимаю и не хочу знать, когда игра настолько преобразилась, ведь обновления выходят и по сей день, а поиск в интернете выдает очень страшные вещи, которые должны быть запрещены Гаагской конвенцией под страхом смерти. Изменилось все. Как будто бы поменялся движок, и от Майнкрафта здесь осталось только крафт в названии игры. Зато от Сталкера здесь все 90%. Тем более, что второй Сталкер, похоже, не выйдет для России. Вот такая вот альтернатива второй части. Как и в большинстве игр, в начале новоприбывшего встречает игровое обучение. Здесь все стандартно. Прыгнуть, пробежаться, немного пострелять, пройтись по стрелочке, кувыркнуться. Умереть в обучении. Из красивого посмотреть на ЧС. Да, протестировать оружие. Ни больше, ни меньше. Что-то упустили? Да, много чего. Всего лишь не рассказали, как прятаться от выброса. Поэтому первый раз весь ваш лут канет в лету вместе с вами. Я надеюсь, тут нормально?
Нам ничего не напишет, типа, спрячьтесь, нет? Слушай, во время землетрясения надо под стол прятаться, либо вот... Да, стены давай. ставить. А я лягу под кровать тогда. Вы, то есть нам новичкам вообще про это ничего не скажут? Куда идти-то? Вот, под стол. Вот, стол. Всегда во время землетрясения прячется под Мы стол. нас сейчас убьет нафиг. Блин. Подожди, Чё там так все долго? там, пойдем туда. Нет, блядь, Костя, я сейчас сдохну! Так, а куда идти? Куда идти? Блин, подожди. Пойдем обратно, ладно, я Я перейду. дохну. Я дохну. Не рассказали, как заряжать вещи, которые требуют энергии, не рассказали, как пользоваться бартером и обменивать вещи, а меню выбора бартера я вообще нашел на 10-й час игры. Но тут как бы никто к вам в няньке не нанимался. Пришли в зону, получайте опыт на ошибках. После прохождения обучения вам дается возможность выбрать свою фракцию с последующей эволюцией в одну из двух доступных для каждой фракции группировок. У нас есть сталкеры, которые эволюционируют в свободу или долг, и бандиты, которые вступают в наемники или в... неважно, я забыл и похер на нее вообще. В чем разница при выборе? Ну, как же, моральная дилемма, жизненная позиция, нет? Ладно, разница есть. Помимо небольших отличий, будь то озвучка персонажей или внешний вид, Good job, приятель! Покрошим их на мелкие кубики! есть грандиозные, которые позволяют вам заново перепройти игру с другой стороны. Весь мир поделен на локации, в которых находится определенное количество человек. На этих локациях есть как базы бандитов, так и базы сталкеров. Они расположены в разных местах. Квесты и задания тоже расположены для фракций неоднородно. Возникают ситуации, когда на одних локациях доминируют бандиты, а на других сталкеры. Их пути встречаются, кто-то идет караулить тропы врагов, какие-то места одинаково полезны для всех. Та же свалка, например, которая находится в середине зоны, место жарких баталий. Еще есть общие базы, тот же самый бар. Для разных группировок заход в бар расположен с двух сторон раздельно, но это не мешает перестреливаться снаружи бара. Если честно, постоянно умирая от шальной пули, со временем приходит чувство, что у бандитов нет основной ветки сюжета, и главная задача в зоне просто повеселиться. Ты просто отстреливаешь крыс, продаешь их головы, бухаешь на базе, рассказываешь анекдоты, делаешь шахматы из мякиша. Потому что я не знаю, для чего тут еще хлеб. Может быть, он дает баф бандитам? Но на самом деле основной сюжет одинаков для всех. Конечно, 5000 человек онлайн не смогут сосуществовать на одной локации. Поэтому используется система разделения одной локации на несколько серверов. Я не знаю максимальное количество игроков на одном таком сервере, но их достаточно для того, чтобы всегда чувствовать опасность. Локации разнообразны. Хотите побегать в подземельях? Пожалуйста. Хотите поплавать в мутной жиже? Распишитесь. Вот тут у нас заводская застройка, тут лесок, детишек выгуливать, все, что нужно для жизни. Причем некоторые локации узнаются по серии Сталкера, что-то было привнесено самой игрой, а некоторые зоны изменены до неузнаваемости и увеличены в масштабах. Это база. Места спокойствия с защитой от ПВП. Всего баз 4 для каждой фракции. Причем 2 на болотах и на кордоне, одна общая бар и одна внутри самого бара. На каждой базе есть важные NPC. Это скупщик, который выкупает у вас лут собачек, кошечек, птичек. Он также покупает у вас артефакты и прочий хлам. Исследователь. Ученый, который исследует артефакты для определения его точных характеристик и заряжает их. Механик, который чинит ваши вещи и улучшает их. Торговец, который продает расходники по типу аптечек, патронов и так далее. Причем, чем дальше в центр, тем больше ассортимент. И обменщик, который меняет ваши предметы с квестов на оружие, обвесы к нему и броню. Все эти персонажи есть на каждой базе, но и тут не все так просто. У каждой конкретной базы есть уровни репутации. Выполняете миссии и задания на этой локации, увеличивается репутация.
С новыми уровнями открываются новые товары у торговцев, разблокируются дополнительные персонажи, а скупщик покупает ваш хлам дороже. Помимо этого, с продвижением к центру зоны появляются новые лица. Это курьер, у которого можно забирать некоторые награды, который позволяет отсылать письма, вещи и деньги другим игрокам, даже вражеским. Аукционер, который позволяет участвовать в аукционах вещей, торговать, выкупать и выставлять свои лоты. Доска объявлений, где выдают ежедневные и еженедельные квесты. Хранилище, где можно оставить ваши вещи на хранение и никто их не украдет. Также есть NPC, которые продают вещи за донат, и вроде бы все. Вы не ослышались? Я вам говорю, мужики, что это полноценное ММО. Тут есть квесты, фракции, репутация, кланы, война кланов, захват базы в эндгейме, ПВП, заточки оружия и даже сраный аукцион. Требует добавить автобег по квестам и питомцев, которых можно кормить и приручать, как у Ноя. Я поразился тому, как тщательно подошли разработчики к реалистичности и многообразию механик в игре. Что мы имеем на сегодняшний момент? Система выбросов. Происходит в случайное время и могут застать тебя в неподходящий момент. Пока ты там делаешь свои дела в кустиках, подтираясь туалетной бумагой. Ну а для чего она еще здесь? Время неумолимо тикает, и не дай бог ты не выучил наизусть с помощью карты все места убежищ на этой локации. А их еще, сука, сложно найти, потому что указывает на убежище вот такой вот маленький дорожный знак. А сами они находятся под землей. Так что прости, вот тебе надпись «Потерян в зоне». После выброса в аномалии генерируется всеми любимый артефакт. Металлоискатель. Вот тебе вдобавок профессия диггера. Ходи да слушай писки. Значит, рядом лежит прикоп. Ха-ха, прикоп, поняли, да? А эта падла еще и разряжается. И никто тебе не расскажет, как ее зарядить. И ради бога, не спрашивайте в чате. Ночное зрение. Ну тут все просто. Варишь зелье, кидаешь себе под ноги, у тебя... Не все так просто, в зоне это называется ПНВ. Разделяется на несколько классов различной степени вырвиглазности. Позволяет тебе почувствовать себя милым ночным хищником мурмяу. В отличие от того же сталкера, без ПНВ действительно ничего не видно ночью. Только старайтесь поглядывать на время, не смешите встречающихся НПС, когда днем будете все еще с ним. Еще есть непонятная фигня, которая пригодилась мне только один раз в сюжете, не знаю для чего она работает, но тоже пищит. Артефакты работают так же, как и в сталкере, разделяются по месту выпадения, стихии, качеству. От качества зависят положительные и отрицательные характеристики. Можно комбинировать для получения убер-зальдат, для этого даже есть калькулятор в интернете. Не пользовался сам, так как нужна специальная сумка для переноски. Аномалии. Хвала всему, они статичны. Для поиска аномалии есть болты, а вот детекторы не завезли. Хотя вроде бы его продают за 70 миллионов. В общем, да, старые добрые болты. Нет, подождите, давайте поговорим про аномалии. Вот, что вы видите на картинке? Укажите, пожалуйста, своим пальчиком, где вы видите аномалию. И есть ли она тут вообще? А вот, собственно, и она, да. Зоны заражения. Бывают трех видов. Термические, биологические и радиационные. Делятся на 3 уровня опасности. Представляют собой либо поля аномалий, либо просто территории, куда не пройти без костюма с определенным уровнем защиты. Чем более продвинутый костюм, тем более высокие уровни он способен выдерживать. Например, на свалке уже пофанивает на 1 уровень радиации. Поэтому для продвижения дальше надо найти хотя бы зарю. Зоны, кстати, тоже пикают. Поиск вещей. Гуляя по зоне, вам будут попадаться всякие контейнеры, шкафчики, бочки и прочие ржавые ящики, которые не успели вынести при аварии. И вы можете их лутать. Вот вам такой мини-Fallout. Помнится, в старых версиях у тебя могли кончиться деньги на покупку расходников. И система лута — это прекрасная идея. Мало того, что это просто интересно, так это еще и бесконечный источник патронов, аптечек, бинтов и всего необходимого. Просто ходи и собирай. Апгрейды и заточка. Вы играли в Тарков? А оно ему не понадобится. Вот у нас есть обычный Калашников. Легким движением руки он превращается в непонятно что. Но это непонятно что имеет бонусы. Чувствуете? Запахло, да? Любое оружие в игре можно изменить. Добавить к нему всевозможные примочки.
Ну, не считая ножа, конечно. Но он и так хорош, как ни крути, легендарная финка НКВД от рязанских мастеров режет сталь 15 мм. И это классно. Это позволяет индивидуализировать пушки, ведь они отображаются и у других. Можно настроить их под себя. А еще, лутая сундуки, есть шанс получить инструменты. Ну, можно их просто купить на аукционе. С этими инструментами можно увеличить базовые характеристики пушки. Причем, чем больше инструментов тратить, тем более высокий уровень можно получить. А на каждом кратном уровне эти бонусы почти удваиваются. Но становится сложнее, ведь каждый последующий уровень снижает шанс улучшения. А с 5 уровня появляется возможность при неудаче вообще откатиться на один уровень назад. Бартер. По сути, в игре есть система бартера, где ты за выполнение заданий на карте получаешь пизды. Ну или награду, как получится. Эта награда делится на хлам, который можно просто продать на базе, особые предметы, выпадающие только из миссий в данной локации и которые можно обменять впоследствии на оружие и броню, и редкие предметы, которые выпадают с маленьким шансом и могут быть либо проданы на аукционе, либо обменены на большое количество особых предметов. Чтобы получить более крутые вещи, нужно либо повысить репутацию на местной базе, либо отправиться месить грязь в более сложные биомы. Но там фарм придется начинать заново, ведь предметы для обмена нужны другие. Проспидранить игру, дойдя, например, до бара и нафармив там предметов, не получится, потому что для новых бартеров требуются предыдущие вещи. Мародерство. Вот здесь разработчики приняли, наверное, лучшее решение. Так как это PvP игра, должна быть мотивация убивать других игроков. Но не все хотят сразу на выходе лишаться всего своего лута. Поэтому с игроков выпадают только расходники и те предметы, которые они насобирали по пути или получили с заданий. Это артефакты, редкие предметы, хлам и прочее. Но особые предметы, нужные для бартера, для убившего игрока не выпадают. Выпадает мешок с содержимым, который может открыть только владелец. Хочешь получить нормальную пушку? Будь добр сам повыполнять эти миссии на карте. Кемперством их не получить. Этот мешок можно либо просто отдать игроку, либо продать недорого скупщику, либо выставить на аукцион, где его сможет выкупить его владелец. На практике я был очень потрясен моментом, когда меня убил бандит, а через 10 минут пришло сообщение, что он отправил мне мои вещи по почте. Благо, это бесплатно. Персональное хранилище. Согласитесь, переносить все вещи с одной базы на другую и опасно, и грузонеподъемно. Поэтому у каждого игрока есть вкладка в интерфейсе с персональным сейфом, который хранит вещи и открывается на любой базе. Туда можно класть не все, но все персональные предметы можно и нужно держать там. Все оружие, броня, обвесы, предметы для бартера хранятся там. По сути, это бесконечный сундук с разными вкладками, что, кстати, очень похоже на Тарков. Из всего наигранного времени около 80% заняла у меня сюжетная линия. Остальное это фарм ресурсов и побочные задания на сдачу. Все квесты по типу подай, принеси, убей 10 кабанов, спаси мир, собери 10 травушек-муравушек, найди предметы, перемежаются с очень необычными квестами, которые, поверьте, запоминаются надолго. Вот вам несколько примеров. Кстати, дальше будут идти спойлеры не только сюжетных историй, но и концовки, так что просьба промотать до времени, если вы хотите прочувствовать все на себе сами. Представьте, вы обычный слесарь-автомеханик в Барнауле. Вы отработали пятничную 8-часовую смену, зашли в КБшечку, купили себе пиво, пришли домой и выгнали сына из-за компьютера. На экране какая-то игра, да более похожа на... как же ее там звали? Ведь вы еще тот фанат Чернобыльской зоны. А встреча с кровососом в подземельях Игропрома снится вам каждый день. Вы вместо сына идете по какому-то главному квесту, заходите в лагерь главных негодяев, а там... А вот ящик стоит с инструментами, пользуйся. Квест на переборку двигателя в какой-то газели. Ну разработчики, ну удивили, как точно подобрана атмосфера. Какие слова лезут у вас в голове? Вас везут с инфарктом в 5-ю районную больницу. А ведь это вам не рассказали о том, что этот квест не обязателен, и есть другой способ пройти дальше. И вы даже этот способ уже нашли,
но просто вернулись сюда, подумав, что это на что-то влияет. Зато заработали благодарность водителя и бутылку водки. О как, ну ты мастер. А как вам такое? Вас наказали за плохую оценку в школе и запретили сегодня играть в вашу любимую игру. Вы хотите отыграть положенное количество часов, потому что эта двойка была незаслужена. Вас отвлек ваш друг сволочь, а деньги на адвоката, чтобы оспорить решение родителей, у вас нет. Назло всем вы просыпаетесь в 2 часа ночи, чтобы пройти развязку одного долгого задания, которое никак не выходило у вас из головы. Ведь за него дадут классную пушку. Блять. Я не хочу хоррор. Блять, не надо, дядя. Здорово. Может, тебе морду сдавать? Давай, хоррор так хоррор. Познакомьтесь с Геннадием. Геннадий ваш новый ночной друг. А куда вы бежите? Почему кричите? Не волнуйтесь, Геннадий вас не тронет. Он просто хочет обниматься. Потыкайтесь, помыкайтесь внутри зоны и поймите, что название квеста «Зверь» означает, что вы должны лезть в будку. Разработчики пересмотрели Человека-бензопилу? Кстати, превью скопировано из момента, когда... А теперь поймите, что назад дороги нет. Вас нахер перекинуло в другое измерение, и вынести отсюда ресурсы, которые вы собирали до этого, идя по пути, часов может 5. Это я про себя. Считается невозможным. А, вот они, да, флайеры. Потому что пройти с первого раза без, спасибо боже, уважаемого ютуба, не получится. Зато здесь есть аниме-девочка. А теперь... Паркур, новое движение. Паркур, путь самовыражения. А вы знаете, чтобы зацепиться, нужно держать 3 кнопки и перед этим успеть переключиться с бега на эти кнопки, попасть в нужное место аномалии и вообще, блять, додуматься, что вам нужно на нее набежать. Не поняли? Что девочка об этом вам подсказывает. Жаль. Я нажимаю Q. Я же умею лазить. Я же не дурак. Я же, блин, только что это делаю. Вот если я в обычной игре, например, раз. Где мне попробовать залезть? Ну вот здесь. Раз, пробел, Q жму, все, работает. Здесь работает. А здесь не работает. Еба! Шлёпа говорил нам, что это не военное преступление, если тебе было весело. А теперь насладитесь приходом 40-х годов. Перед вами беззащитный солдат, который ничего не знает о планах больших шишек. А точно ли не знает? А вот вам и выбор. Смотрите, разветвление сюжета, какую же пытку применить. И это при том, что при каждой пытке вам будут показывать подробный мультик. Его глаза поняли. Зачем это? Я же сказал, что ничего не знаю. Мне больно. Я рядовой, у меня нет никакой секретной информации. Просто рядовой. Вам было весело, мистер Шлёпа? Квест безумного мужика, который в детстве начитался книги джунглей, состоящей из 3 этапов. Каждый из них зашифрован в загадке, и подсказок нет. Ищите место сами по всей зоне. Фух. Ладно, вы не подумайте, квесты, как и основной сюжет, мне понравился. Просто действительно есть моменты, которые оставляют вопросы, заставляют сгорать обивку стула. Потому что сложно, объективно. Вы можете просто фармить ресурсы на локации и получать опыт, чтобы открывать новые пушки, и вам будет легче. Но замечу, что специально делать этого для дальнейшего продвижения не надо. Игрока щедро вознаграждают новыми пушками и броней, которые лучше даже бартерных предметов на данном этапе игры. Иногда, как в случае с кровососом или зачисткой огромной локации, игра проходится со скрипом в зубах и несколькими часами свободного времени, постоянно умирая.
Так что у вас по сути есть выбор, по-хорошему или по-плохому. И я выбрал, конечно, второй путь, потому что хотел быстрее узнать финал игры. Правда, однажды, всего лишь один раз, все-таки пришлось собирать на исследовательский костюм, который защищал от радиации второго уровня, так как до квеста просто было не дойти без него. История в StarCraft действительно огромна, и это сильная сторона игры, и вам не кажется, что она похожа на визуальную новеллу? Ну а чё нет? Вот вам топ-вайп, вот вам диалоги, вот вам на секундочку неплохая озвучка персонажей. Эти твари иногда такие несговорчивые. Вот вам даже опенинг, вот вам выбор пути сюжет, вот вам превращение девочки в волшебницы. Так, о чем это я? Сюжет. Так вот, ну не будем номинировать сюжет игры на Оскар, но тем не менее он неплох. Его интересно проходить, есть неожиданные повороты и, вот чего не ожидал, выбор. Выбор в квестах, который влияет на что-то. Вот смотрите, я спас в начале одного важного персонажа, когда мог убить его. Да подожди ты, блядь! Вроде бы все было и было. Каково было мое удивление, когда уже почти в концовке я нахожу его за решеткой, и за мое спасение он остается и прикрывает мне спину. Да и концовка игры немного меняется, когда ты делаешь последний выбор. Очень сильно помогает рисованная анимация с озвучкой, которая поясняет некоторые моменты и рассказывает о последующих событиях после конца сюжета. Прям как в Зове Припяти. Сам сюжет я полностью пересказывать не буду. Я надеюсь, что вы насладитесь им сами. Тем более, что каждый второй видос по StarCraft связан с сюжетом. Посмотрите в глаза этих несчастных кукол. Они полны страха и грусти. Вас не покидает чувство, что разработчики натянули свои лица на неписей, и теперь это выглядит забавно и неестественно одновременно. А знаете, чем еще хороши квадратные головы? В них удобно попадать с винтовки. Огромный плюс игры, что все оружие ситуативно. Нож забинден на среднюю кнопку мыши, когда нужно добить кого-то и сэкономить патроны. Пистолет для отстрела собак и крыс. Дробовик и ружья для свиней и кабанов. Автоматы и пулеметы для людей, винтовка. Боже, как она хороша и проста в использовании. Деревянная палка с порохом и приклеенным дедушкиным морским биноклем, и вот ты уже уничтожаешь одетых по последнему писку моды ничего не подозревающих противников. А устранение боссов и его приспешников с дальнего расстояния делает тебя практически непобедимым в PvE битвах. А далее в прохождении за свободу ты получаешь еще одну винтовку, и все начинается заново. У нее практически нет отдачи и задержки перед стрельбой, а начинка обвесами вообще позволяет стрелять как из лазера. В общем, выбор оружия огромен и доступен по карману уже после нескольких часов в игре. Еще, конечно же, есть гранаты, но гранаты бесполезны. Ребята, вы чё, издеваетесь? Я понимаю, что вам хочется просто расслабиться и наслаждаться жизнью. И не думать о деньгах, артефактах и растущих ценах в баре. У меня просто завален весь ПДА. Васяня, ты же миллионер, дай денег, что тебе сложно? Я понимаю, что вам всем хочется. Мне не сложно, но я не могу раздавать деньги просто так. Поэтому давайте поступим. Это удивительно, но и с экономикой в игре все хорошо. Первые часы вы будете вести скудный образ жизни и продавать головы крыс по 20 рублей за штуку. Но щедрые дядьки выдадут вам набор новичка, поэтому о патронах не волнуйтесь. А вот чем дальше в лес, тем больше дров. Вот уже и где-то 1000 вам дадут, и за квест хорошо заплатят. А вот вы подстрелили игрока и нашли у него лута на 80 тысяч. Сегодня явно ваш день. До первой аномалии. За всю игру мой бюджет был где-то в районе 300 тысяч, и мне хватало на все мои причуды, я даже начал лениться и закупаться вещами на аукционе. Кстати, так уж и быть. Вот вам рабочий способ быстро нафармить денег.
Для этого нужно все-таки немного продвинуться по локациям до бара, где-то часов 10 игры. Там есть задание скопление протоэлектр. Просто ходите внутри зоны задания и уворачивайтесь от взрывающихся аномалий. После выполнения получаете осколки протоартефактов, которые продаете скупщику. Сами протоартефакты и остатки звездной пыли также покупают игроки. В итоге за одну такую миссию получаете от 5 до 15 тысяч рублей. Чем хорош бар? До базы 5 шагов, сходили, продались, вышли на улицу. Как вы понимаете, таких миссий в баре пруд-пруди и обновляются они часто. Я думаю, что за час можно спокойно насобирать больше 200 тысяч. Правда, нужно беречься кемперов. Невозможно. Эта херота присасывается к вам. Я не помню такой энергии от музыки ни в какой игре. Вам нравятся артхаусные группы? Стоите вы себе спокойно на базе, никого не трогаете, и тут бах, со столика из радио начинает играть песня. Это что, сектор газа какой-то? Господи, а есть сколько этих песен наделали? Ребята, вы чё? Атмосферность игры взлетает настолько высоко, насколько сильно падает от удивления ваша челюсть. Я вообще ненароком подумал, что все песни тоже записали разработчики. Но нет. Или да, или частично. Это просто смесь малоизвестных артхаусных групп и творчества игроков. Настолько малоизвестных, что их хер найдешь в поиске, а найти и ой как хочется, потому что ты переслушаешь их 10 раз на дню. А зачем я их искал? Чем больше вы приходите на базу, тем больше охват и репертуар песен запоминаете. И не дай бог вам понравится какая-то песня, не дай боже! Привет, недельный концерт ваших тараканов в голове. Вы достанете всех, напевая слова. Себя, своих друзей. Родственники откажутся от вас, а Моцарт застрелится в гробу. Но вы будете ползать на коленях, умолять свой мозг остановиться, а вам в ответ будет лишь... Все, что было, было зря, ее кинули друзья. А она ведь их любила, все, что было, было зря. Даже сейчас, когда пишется этот текст, у меня играет музыка ВК со сраным радио Зоны. И я надеюсь, им заплатили за это хоть что-нибудь. Все-таки авторское право. Это бесплатная игра, 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 бесплатная игра. Конечно, тут есть донат, как же без этого? Все понятно, донатная помойка, нет смысла тратить время. Что ж ты в начале видео-то не сказал? Стойте, ребята, кто-нибудь, да погодите, да Вообще за всю игру я потратил 0 денег. Послушайте меня, за 50 часов игры я не заметил никаких преимуществ у донатеров. Вернее, я их заметил, но я даже не могу их отличить от обычных игроков. Возможно, вы можете купить классное оружие и убивать всех с одного выстрела хоть в копчик. Возможно, там есть самонаводящиеся пули. Но эта игра не про то, кто быстрее нажмет на гашетку. Это игра про то, кто быстрее обнаружит противника, оставаясь незамеченным. Поэтому определенный скилл нужен и донатерам, и обычным игрокам. Что там у нас по списку? Кейсы. Ну тут тоже мимо. Кейсы можно купить на аукционе, получить за ивенты и так далее. Вот специально для вас у меня есть сегодня распаковка кейсов, совершенно бесплатная. Что еще? Ну, есть краски. Возможность покрасить свое снаряжение. Согласитесь, выглядит красиво. Правда, сомнительно ходить в фиолетовой расцветке по лесу в PvP игре. Ну а что? Красота требует жертв. Донатная валюта. За нее можно покупать предметы для бартера. Опять же, если не хотите платить, то можно спокойно эти же предметы нафармить. Ну и так далее, и так далее. Стоп. После отзывов в Steam я начинаю понимать, как эта игра работает. Конечно, возможно, не все так просто, и дальше точно идут локации, где все воюют против всех, где фарм становится сложнее, а дружественных баз вообще нет. И я могу предположить, что самый донатный сок происходит именно там. Просто потому, что это самые последние зоны с самым лучшим лутом. И для купивших себе хорошие пушки есть смысл сидеть и ждать добычу. Сделав вывод, можно сказать, что игра действительно имеет донат. Но это никак не помешает пройти вам первую часть игры, сюжет, и насладиться ей хоть немного.
Знаете пасту про батю и суп? А я вам сейчас расскажу в пересказе. Разрабы Эксбо ебашат вообще адовые блюда. Ну такой вот примерно рецепт усредненный, потому что вариаций масса. Берется локация, она не тестится, тестить это не про наших разрабов. Они берут эту локацию, вываливают на нее монстров и начинают расставлять. Добавляют в нее огромное количество минных полей, аномалий, бандитов, радиации. И для вязкости еще и ночь включается. Все это добавляется до дыма под жопой, потом игрок заходит на локацию и, щедро насобирав лута, начинает помирать. При этом помирает, с деревьев шкрябая ножом остатки тел мутантов. Умирает и приговаривает полушепотом «Ух, бля!». При этом у него на лбу аж пот выступает. Надо ли говорить о том, какой дичайший крик после смерти? Такой, что штукатурка от сооружения отваливается. Я правда не знаю, я невезучий или наоборот. Понимаете, выполнение конкретной миссии не вызывает сложности. Мутант так вообще болванчики. Мины не убивают с первого раза. Вражеские игроки встречаются не так часто, как могли бы. Аномалии можно проскочить, от выброса спрятаться и так далее. Когда такие ситуации случаются отдельно, то шанс смерти невелик. Но когда все это происходит за один поход, тебя должны наградить медалью за отвагу, если ты вернешься назад. Чтоб вы понимали, типичный выход с базы — это когда по тебе кто-то стреляет неизвестно откуда, вокруг ночь, вместо ПНВ у тебя просто зеленый фон травы из Майнкрафта, наступаешь на мину, подрываешься, на шум прибегают монстры с ближайших зон зачистки, и вы веселой оравой друзей вбегаете в аномалию, которую не видно от слова совсем, тебя крошат на мелкие кусочки, гейм-овер. И что, сука, характерно? Когда ты вернешься на место смерти, повезет, если с первого раза, ты поймешь, что эта сраная аномалия карусель мало того, что сжирает часть хабара, так еще и разбрасывает к херам все твои вещи на километр вокруг. Возможно, твоя бутылка водки только что повредила спутник на орбите. К началу праздников начинаются специальные ивенты. Я застал, например, ивент на Хэллоуин, который называется «Изнанка». Не заходите туда, прошу, не надо. Понял. Костя, аккуратно, надо куда-то запрыгивать, просто эти... Тут они бесконечно идут, это просто пипец. Я не готов. Сессионные бои. Короткие бои на карте по типу команды на команду, ради фана и получения сундучков. К сожалению, бои со своим оружием, поэтому поиграть нормально там не получится, пока не наиграете 500 часов или не сдонатите. Поединок. Можно вызвать любого игрока на поединок, даже ставку сделать. Как со своим, так и с одинаковым вооружением. На пистолетах, ножах, автоматах, на чем хочешь. Тут точно все зависит от вашего скилла, если, конечно, вы не выбрали битву со своим вооружением. Знаете, я надеюсь, что я достаточно хорошо описал атмосферу игры и ее сложности. Я сейчас нахожусь в суперпозиции, как тот самый кот. Мне игра понравилась, но я прекрасно понимаю, что если бы поиграл в нее еще 50 часов, то был бы очень разочарован. Поэтому я точно могу посоветовать всем пройти сюжетную линию, а дальше игра для тех, кто располагает временем и нервами. Ну, или деньгами. Ну а тем, кто удивительным образом досмотрел до сюда, огромное вам спасибо за просмотр. Я не буду вас байтить поставить лайк, подписаться на канал и сделать прочую фигню, но мне очень интересно узнать ваше мнение, поэтому, пожалуйста, поделитесь им в комментариях. Ну, до новых встреч, увидимся через пару месяцев. Как мне выйти отсюда? Блять. Это не смешно. Да я чё, просто в ловушку попался по приколу? Вы блять, чё ебанутые?